Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы предложить вам связать вот такой интересный, притягательный, женственный джемпер японским ажуром. Я бы так даже сказала, узор по мотивам нашего дизайнера японского Хитоми Шида, потому что очень похож узор. Я вам сегодня покажу в мастер-классе ее книгу и этот узор. Да? Как бы он немного видоизменен, но, собственно, его структура, его схожесть с узором Хитоми Шида очевидны. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда в нашем мастер-классе будет рассматриваться выбор пряжи, схема узора, выкройка, мое подробное объяснение, как расположить узоры, как рассчитать плотность, то есть все, чтобы вы смогли сесть и связать этот джемпер. Причем я буду предлагать вам на разные размеры описания. Как их составить, описание это, как сделать индивидуальные расчеты, тоже об этом мы будем говорить в нашем мастер-классе. Итак, мои хорошие, начинаем с выбора пряжи. Для вязания джемпера выбрала пряжу Alize Classic Lana Gold Fine. Это полушерстяная пряжа, 49% шерсти и 51% акрила. Так, цвет у нее. Вот так выглядит узор. Здесь у меня, получается, 1,5 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину. Девочки, узор очень похож на узор из большой книги Хитоми Шида японских узоров, да? Вот сейчас покажу вам. В общем, смотрите, вот он прям, я его открыла, видите, очень похож, да? И вот эти вот элементики различаются у нас. Вот его схемочка, может быть, кому будет интересно, сделайте скрин. Так, я вот все давно хотела этот узор применить для какого-нибудь летнего ажурного кардигана. Очень, мне кажется, будет эффектно смотреться. Дочке связать кардиганчик такой. Тоже в каком-нибудь ярко-малиновом цвете. Она молоденькая. В общем, девочки, собственно говоря, что я хотела вам сказать, я вам уже все это показала. Вот так у нас выглядит узор. Очень красивый, интересный. Полотно мягкое и очень приятное к телу. В общем, не колется. Средней толщины ниточка скруточки. Я уже про эту пряжу много всего говорила. Мне она нравится. Хорошо ложится в полотно. И для вязания плечевых изделий самое то. И по толщине, и по качеству, и по цене. Здесь у нас идут скрещенные, видите, петельки, такие рельефные идут дорожечки, да, резиночка такая рельефная между вот этими красивыми павлиньими хвостиками. Так, в общем, давайте сейчас приступим с вами к объяснениям по поводу узора, по поводу схемы, по поводу выкройки и, конечно же, будем вязать образец, как всегда. Схема узора выглядит вот таким образом. Раппорт 18 петель составляет и 1 петля слева для симметрии, как видите. Вот она у нас за линией. 24 ряда в высоту раппорт. Я вам хочу сказать честно, вязать одно удовольствие этот узор. Особо не напрягаешься, схема легкая. Поэтому могу даже сказать, что мастерицы, имеющие небольшой опыт вязания, могут вполне осилить данный узор. Так, про условное обозначение я не буду зачитывать. Здесь и так все понятно, собственно. Русская расшифровка идет, условное обозначение по-русски написано. И тем более мы будем с вами вязать этот узор. Там вообще будет все понятно. Поэтому буду кратко. Давайте покажем вам выкройку.
Выкроечка у нас вот так выглядит на 4 размера. Значит, первый размерчик у нас идет на 46, я бы так сказала, 44-46. Второй размерчик на 50-52 идет. Спущенный рукавчик у нас с вами, выкройка. И, в общем-то, нет ничего здесь сверхъестественного, очень просто вяжется, я бы так сказала. Что касается описания, которое я всегда располагаю под видео, вот так она у нас, девочки, выглядит. Про пряжу я вам уже сказала, плотность мы считаем в процессе вязания. И, в общем-то, описание вот это исходит из наших с вами расчетов, которые мы делаем прямо в видео мастер-классе после того, как свяжем образец. И плотность я рассказываю, как посчитать, и из чего складывается вот эти петельки, как расположить узор на тот или иной размер. Кстати, я рассказываю там другие размеры, как подогнать как бы нам узор, красиво расположить его, если немножечко отличаются вот эти вот размерчики, да, от нашего. Собственно, как посчитать скос рукава, сколько петелек отложить на горловину, на плечи. Все я рассказываю, как это сделать в моем мастер-классе. Поэтому ничего этого зачитывать я не стану. Все посмотрите, девочки, под видео. А сейчас давайте с вами приступим к вязанию узорчика. Итак, у нас с вами для образца набирается 39 петель. И здесь будет у нас 2 раппорта, два раппорта по 18 петель в ширину, и высоту раппорт составляет 24 ряда. Мы вяжем только лицевые ряды по схеме, а изнаночные вяжем, как смотрят петли. Накид вяжем изнаночными. Начинаем с первого ряда. Распределяем узоры. Смотрите, значит, первый у нас начинается раппорт, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Затем вяжем 4 лицевые вместе с наклоном влево. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Должно быть 6 накидов. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Вот 6-й накид. И вяжем 4 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому у меня будут меняться местами первые 3 за работы, а 4-й поверх них я накидываю и вяжу вместе 4 лицевые. После этого мы вяжем изнаночную, скрещенную лицевую, изнаночную. Смотрите, после скрещенной лицевой мы провязали первый раппорт. Второй раппорт в ширину вяжем последовательно, да? Вот он начинается опять с изнаночной. Вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И продолжаем вязать 4 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый накид, лицевая, пятый накид, лицевая, шестой накид. Далее мы вяжем снова 4 лицевой вместе с наклоном вправо. То же самое, да, второй раппорт я показывать, девочки, больше не буду, вот один раз показала. Затем мы это все завершаем изнаночной петлей, скрещенной лицевой петлей, да, раппорт связали, и последняя петля была у нас для симметрии, она будет вязаться изнаночной. Кромочную вяжем изнаночной. Итак, 2 раппорта у нас, повторюсь, да, и вот таким образом мы их вяжем с вами. Второй ряд, как я уже говорила, все изнаночные ряды будут вязаться, как смотрят петли, накиды будут вязаться изнаночными. Не забываем про то, что вот эта вот петля
Скрещенная лицевая в изнаночном ряду вяжется скрещенной изнаночной. Вот такая вот особенность изнаночного ряда. Не забываем об этом, пожалуйста. Третий ряд вяжем. Раппорт первый вяжем. Так, у нас с вами первая будет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И далее у нас идут все петли лицевые, 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Связали. Далее у нас идет изнаночная, скрещенная лицевая. Связали раппорт. Вяжется второй раппорт, который я показывать не буду. Он вяжется то же самое повтор. И в конце ряда у нас будет вязаться для симметрии петля по схеме. Вот она у нас по схеме вяжется. Вначале вяжется изнаночными, потом начинаем с 13 ряда вяжется, значит, лицевой петлей. Не забываем об этом. Пятый ряд вяжем. Значит, первый у нас идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Вяжем 4 петли вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый накид, лицевая, пятый накид, лицевая, шестой накид. И далее вяжем 4 петли вместе лицевой с наклоном влево. Ой, вправо. Вправо, поэтому я петельки поменяла местами. Далее у нас вяжется изнаночная, скрещенная лицевая. Связали раппорт, вяжем второй раппорт. Итак, смотрите, 7-й ряд мы будем вязать точно такой же, как 3-й ряд. Ну, давайте свяжем. Ничего здесь нет такого уж. Вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Вяжем все 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Затем у нас вяжется изнаночная, скрещенная лицевая. На этом раппорт заканчивается, вяжется второй раппорт. Я просто хотела подчеркнуть, что у нас сейчас будет повтор в схеме. Смотрите, значит, 7-й ряд и 11-й ряд вяжутся одинаково, да, то есть как 3-й. Далее, смотрите, 9-й ряд у нас будет то же самое, что 1-й и 5-й. Вот и все. Поэтому, значит, я не буду показывать все это дело. Мы с вами давайте в 13 ряду встретимся. То есть, так, очень у нас сейчас будет интересный момент. 13 ряд по схеме. У нас в шахматном порядке меняются элементы, поэтому будьте внимательны. Смотрите, первый идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. То есть всего 3 накида. После этого 4 петли вместе вяжем лицевой с наклоном вправо. Затем вяжем изнаночную, скрещенную лицевую, опять изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И затем 4 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Опять лицевая, накид, лицевая, накид. 3 накида должно быть. 1, 2, 3. На этом раппорт как бы заканчивается, и мы продолжаем вязать второй раппорт. То есть, понимаете, должно всего быть 6 накидов. Да? Опять лицевая, накид, это 4-й был, лицевая, накид 5-й и лицевая, накид 6-й. Да? И далее мы вяжем снова с вами 4 петли вместе лицевой с наклоном вправо, затем идет изнаночная, скрещенная лицевая, снова изнаночная,
скрещенная лицевая, изнаночная. Далее у нас идут 4 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И для симметрии у нас была еще одна лицевая петля. Кромочную вяжем изнаночные. Так, связали с вами 13 ряд, 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, вяжем 15 ряд. Показывать буду один раппортик. Смотрите, значит, вяжем лицевые петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их должно быть 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И далее вяжется 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Да? И повтор, значит, раппорта идет второго раппорта. Опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И для симметрии 1 лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Так, ну и все, мои хорошие. Собственно, теперь вы уже, судя по схеме, видите, да, что это одно и то же. Смотрите, сейчас 17 ряд и 21. Это будут также вязаться, как 13 ряд, да? А 19 и 23 ряды вяжутся так же, как 15 мы сейчас с вами связали. Вот. И 24 ряд заканчивается раппорт узора, и все начинается повторяться с первого раза. Вот и все. Вот такой легкий узор. Делаем влажную тепловую обработку образца с помощью пара горячего. Вытягиваем его тщательно в разные стороны. Даем ему посохнуть. Когда он высохнет, он примет положение такое, какое будет во время носки. Итак, сделаем сейчас с вами измерение ширины и высоты узора. Итак, вот перед нами наше полотно вязаное, да, и мы измеряем. Ширина у нас с вами получается 20 сантиметров. Еще раз. 20 сантиметров. И мы набирали с вами 39 петель. Делаем вычисление. 39 петель, которые у нас участвуют в узоре, мы поделим на 20 сантиметров. Получим 1,95. Давайте так и запишем. В 1 сантиметре 1,95 петель. Так, и далее у нас идет вертикальная плотность. Сейчас высоту узора померяем. 16,5. Ну, 16,5. Так, и здесь у меня участвовал 39 рядов. То есть у меня здесь первый раппорт связан полностью 24 ряда высоту, а второй раппорт мы с вами остановились на 15 ряду, да, все. Поэтому 39 рядов, 24 плюс 15 будет 39. И мы поделим все это дело на 16,5 сантиметров. Получим 2,36. Запишем более так точно. В 1 сантиметре у нас будет 2,36 рядов участвовать.
И сейчас нам эти цифры понадобятся для составления индивидуального описания. Итак, вот такая у нас будет выкройка. На 4 размера составлена. Первый размер 44-46, второй размер будет 50-52. Ширина 50 сантиметров, а на второй размер 58 сантиметров. Начинаем с того, что определяем, сколько петелек нам набрать. Итак, у нас с вами 50 сантиметров ширина спинки умножаем на нашу плотность 1,95. Это будет, ну, условно говоря, 97 петель, да? Запишем. 50 сантиметров, 97 петель. Теперь второй размер. Это 58 умножить на 1,95. Получаем 113 петель. 113 петель также я записала. Теперь попробуем распределить наш узор. У нас 97 петель, и мы делим на число петель в раппорте. Ой, 97 делим на 18. Получаем 5 целых раппортов. Я обычно всегда, девочки, знаете, рисую, да? Вот так рисую. 5 раппортов по 18 петель. Так мне удобнее, и также я все мастер-классы поступаю. 1 раппорт, 2 раппорт, 3 раппорт, 4 раппорт, 5 раппортов. 5 раппортов по 18 петель. Очень наглядно получается. Может быть, конечно, очень просто, как в первом классе, но зато наглядно. Так, у нас идет одна кромочная справа, одна кромочная слева. И еще одна петля, помните, у нас была для симметрии, да? Одна петля у нас по узору идет, вот она даже на схеме отделена чертой. Половина раппорта, она вяжется изнаночной, половина лицевой. Так мы будем ее продолжать вязать здесь с краешком. Итого, девочки, 18 умножить на 5. Это будет 90. И плюс 2 петли кромочные, плюс 1 для симметрии. Смотрите, 93 петли у нас с вами задействовано. А нам с вами надо 97 петель. Нам с вами не хватает 4 петли. Ну, поскольку нехватка очень незначительная, предлагаю вставить 2 лицевые справа и 2 лицевые слева. Вот такие будут вставочки у нас, дополняющие как бы наше вязаное полотно, расширяющее его и не очень сильно портящее наш узор, согласитесь. То есть я пишу плюс 4, итого 97 петель. Аналогичным образом вы можете поступить с любым размером, то есть та величина, которая вам нужна, такой величину и ставьте, да, не обращая внимания на несоответствие, ну, несовпадение по раппортам. Если у вас идеально впишется, например, 6 раппортов, я буду только за вас рада, да, то есть совпадет плотность и совпадет величина, целое число раппортов. Очень замечательно. А сейчас нас интересует вторая ситуация, когда 58 сантиметров. Итак, также мы с вами 113 петель делим на 18. Здесь у нас целое число 6. Также давайте нарисуем с вами 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 18 петель. Так, и 1 кромочная справа, 1 кромочная слева, плюс 1 лицевая у нас также идет с левой стороны для симметрии. Но она не лицевая, скажем так, по раппорту она у нас вяжется по узору. Так, значит, здесь у нас с вами 6 целых раппортов на 18. Это будет задействовано 108 петель, да, плюс также 3 петли, то есть 111 петелек. У нас получилось задействовано в узоре, и не хватает 2 петелек. Я предлагаю добавить 1 лицевую справа, 1 лицевую слева. Вот так решается вопрос. Шикарно, да? Плюс 2 получим 113, которые нам как раз по расчету были нужны.
Я даже могу вам сказать, как определить, когда идеально совпадет. Предположим, идеально у нас сколько сантиметров нужно будет. Смотрите, но скорее всего здесь идеально совпадет, если будет 57. Да? Давайте попробуем. 57 сантиметров умножим на 1,95. Ну вот, да, идеально совпал, 111. Видите, 57 сантиметров ширина спинки. Идеально совпадает 6 раппортов, умещаются, без дополнительных вот этих петелек. Так, это в том случае, если вы захотите, девочки, в круговую вязать, пожалуйста, можете вот этой информацией воспользоваться. Теперь, что касается, как нам сделать расчет с вами, сколько петель на горловину придется, сколько на плечо. Давайте посчитаем. Итак, у нас с вами 12 половинчатый размер на горловину умножить на 2, то есть это будет 24 и умножить на нашу плотность 1,95. Смотрите, ну где-то 47, да, округлим. Это черновая такая циферка, пока еще не уточненная. Пишем, как бы она у нас с вами под вопросом. 47 петель на горловину. На плечо первый размер 13. Давайте также 13 умножим на 1,95 плотность и получим 25, условно говоря, петель. И давайте посчитаем, что у нас получится в итоге. Значит, 25 и 25 это будет 50 петель, да, и плюс 47. 97 петель идеально совпало, да. На другой размер. Так, ну, горловина также остается и на большой размер 47 петель, да. И у нас с вами идет плечо 17. 17 умножим на 1,95, получим 33 петли. Давайте также 33 умножим на 2, это будет 66, и прибавить 47 петель горловины. Также совпало 113, идеально. Так, хорошо. Теперь, что касается рукавчика. Смотрите, у нас у рукавчика планочка там практически еле заметная, да, поэтому, скажем так, у нас там идет, по-моему, изнаночная гладь. Хотя можно сделать лицевую гладь. То есть узора у нас по рукаву нет. Хотите, свяжите узор. По рукаву будет очень красиво. Но мы будем смотреть на нашу модель, которая на картинке. Поэтому буду считать, как для лицевой глади, девочки. Но, по-моему, будет шикарно, если узорчик там будет располагаться. Так. 22 сантиметра по низу рукавчика идет на маленький размер, и умножить на 1,95 это будет 43, да, где-то вот так, 43 петли. И по верху идет 18, то есть это 36 сантиметров умножить на 1,95, это должно быть 70 петель, но нам нужно так, чтобы вверху и внизу было одинаковое. Четное или нечетное, да? Поэтому в моем случае надо написать 71 петля. Так, и теперь мы с вами из 71 отнимем 43, получим 28 петель. Значит, нам для привязания необходимо прибавить для скоса, по скосу 28 петель, то есть по 14 петель справа, по 14 петель слева, симметрично и равномерно. Через какой интервал, через сколько рядов это будем делать. Для этого нам понадобится вертикальная плотность. Смотрите, высота рукава в сантиметрах 55,5. Давайте 55,5 умножим с вами на нашу вертикальную плотность. Она у нас 2,36. На 2,36. И получим, девочки, 130 рядов. И теперь мы с вами эти 130 рядов давайте поделим на 14 петелек, которые надо прибавить. Смотрите, получается, что в каждом 9 ряду будем делать с вами прибавку. Я пишу в каждом 9 ряду.
Это для первого размера. Для второго размера понадобится, значит, вот эту ширину рукава 44 сантиметра, самая широкая часть рукава, умножить на 1,95 плотность. Значит, определили 85 оставим петель. Я упустила, что по низу для большого размера идет 13 сантиметров, то есть это 26 умножить на 1,95, то есть здесь изначально будет 51 петля. Считаем. Если по верху 85, а по низу 51, вычитаем, получаем 34. Делим на 2. Значит, надо прибавить 17 петель. Девочки, 17 справа, 17 слева. Через какой промежуток? Давайте 130 рядов высота рукава поделим на 17 петель. Получим с вами вот такую интересную цифру 7,6. Предлагаю чередовать, то есть мы делать будем таким образом. Прибавки будут у нас делаться в каждом 7-м ряду, в каждом 8-м ряду. Вот так, не вашим, не нашим. Замечательно. Ну и по поводу вертикальной плотности хотела бы добавить, что, смотрите, конечно же, всю высоту изделия будем измерять не сантиметрами, а рядами. Вертикальная плотность нам понадобилась для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось, очень сильно не деформировалось. Вот, поэтому вяжем, руководствуясь рядами. И общая высота у нас получается, значит, на первый размер 40,5 прибавить 18 сантиметров пройма, 58,5 сантиметров общая высота, и умножим на нашу вертикальную плотность 2,36, получим, девочки, плечо будем закрывать на высоте 138 рядов. Так, с этим мы, значит, на второй размер давайте посчитаем 22 плюс 36,5. Ну, то же самое, 100. То же самое получается величина 58,5 общая высота. Хотела бы обратить ваше внимание, что, конечно же, под себя корректируйте эту выкройку, слепо не доверяйте этим размерам. У нас у кого-то плечи узкие, да, у кого-то живот и так далее. Обязательно делайте свои мерки. Ставьте здесь и на моем примере делайте свой индивидуальный расчет. Длину рукавчика обязательно перемерить, чтобы не слишком длинный получился или не слишком короткий, поскольку рост у нас тоже у всех разный. Так, мои хорошие, собственно, очень много я уже говорю. Общая специфика расчетов, я думаю, вам понятно, да? И поэтому я думаю, что вы без проблем всю эту красоту рассчитаете и свяжете. Еще раз показываю узорчик. Очень красивый, оригинальный узорчик. В общем-то, все описание, которое сегодня я с вами проговорила, откорректированное, будет размещено под видео, поэтому пользуйтесь с удовольствием. Считаю для вас, очень хочу как можно больше красивых изделий вам предложить, своих мастер-классов связать. Поэтому до новых встреч и остаемся на связи.